Я знаю одного человека, который потерял семью, делая все правильно. Он служил в церкви, не пил, не курил, не гулял, не воровал. 4 раза в неделю он посещал церковь, ездил на конференции, вставал в 5 утра молиться. И однажды жена сказала ему: «Тебя нет дома, ты вообще не видишь детей». А он ей просто ответил фразой, которую он слышал с кафедры сотни раз. Он сказал: «Бог на первом месте». И что интересно, она просто не смогла ничего возразить, потому что, как ты возразишь на такое? Ты что, против Бога? Прошло несколько лет, семьи нет, дети выросли, в церковь они больше не ходят, вообще ни в какую. А он до сих пор считает, что он просто заплатил цену за свое служение. И вот вопрос, с которым мне бы сегодня хотелось разобраться. Просто максимально честно, по Писанию. Действительно ли Бог требует, чтобы он был выше моей семьи? Есть ли ситуации, когда я должен выбирать Бога, а не жену, не детей, не родителей? Или, может быть, бывает наоборот, когда выбрать семью – это не будет предательством Бога? Я постарался изучить эту тему с разных ракурсов, углубился в этот вопрос и нашел вещи, от которых мне стало не по себе. Досмотри до конца, потому что там есть текст, который ты, скорее всего, не смотрел и не видел никогда в этом контексте, а он полностью меняет наше понимание. Начнем с простого, с неудобного, но простого. Фраза «Бог на первом месте, семья на втором, а служение на третьем». Ее невозможно найти в Библии. И я говорю не про то, что там такой цитаты нет дословно, а про то, что в Библии нет вообще такой конструкции, нет списка, нет иерархии, нет пирамиды приоритетов, которую рисуют на слайдах. И знаете, откуда эта схема взялась? Она взялась из американской христианской литературы 20 века, из книжек по личной эффективности. Ее придумали люди с хорошими намерениями, чтобы объяснить сложные вещи просто. И схема работала, пока ее не начали использовать как дубину. Потому что смотри, что происходит. Когда ты выстраиваешь жизнь как список, список – это очередь. А если Бог первый, то семья ждет. Если семья вторая, то ей достанется то, что осталось после первого. А после Бога у человека обычно не остается ничего, потому что Бог, он бесконечный, и ему всегда можно отдать еще. И вот ты сидишь на служении в четверг вечером, а дома ребенок в 3-й раз спрашивает у мамы: «А где папа?» А ты спокоен, ты живешь по списку, ты в порядке, ты в церкви, ты ставишь Бога на первое место. Но давайте посмотрим, что на самом деле говорит об этом Библия. Иисуса спросили: какая заповедь наибольшая? В момент это очень серьезный вопрос от специалистов по закону. Они хотели услышать одну заповедь, только одну, но он отвечает: возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой и всем разумением. Это первая и наибольшая. Но вторая, подобная ей: возлюби ближнего своего, как самого себя. Давайте мы здесь остановимся. Он сказал вторая подобная. Он не сказал вторая меньшая. Он не сказал, что она вторая по важности или вторая по очереди. Он сказал подобная. То есть той же природы, и она совершенно равна первой. Это не два разных дела, это одно движение сердца в две стороны. И у Иоанна в первом послании эта мысль доведена до конца прямым текстом. Он прямо говорит: кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Потому что не любящий брата, которого видит, не может любить Бога, которого не видит. На самом деле это очень жесткий стих. И Иоанн не говорит, что такой человек слабый или незрелый. Он говорит: он лжец. А теперь скажи мне, кто твой самый ближний? Кто тот человек, которого ты видишь чаще всех? Который спит с тобой в одной комнате, который сидит с тобой за одним столом? Твоя семья – это не пункт номер 2. Твоя семья – это место, где выясняется, правда ли то, что ты говоришь о пункте номер 1. Хорошо.
Но есть текст, которым мне лично затыкали рот не один раз, и, возможно, тебе тоже. Евангелие от Луки, 14 глава. Иисус говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, мать и жену своих, также детей, братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Возненавидит жену, детей. Я помню, когда я впервые прочитал это, и я просто закрыл Библию, потому что в этот момент я не понимал, что мне с этим стихом делать, потому что это не вяжется ни с чем. Тот же Иисус, который сказал: «Любите врагов ваших», тот же Иисус, который восстановил заповедь о почитании отца и матери, вдруг говорит мне: «Возненавидь». Давайте попробуем разобраться, потому что здесь важна каждая деталь. Так вот, первое. Иисус говорил не по-гречески в быту, Он говорил по-арамейски. И Он говорил как еврей первого века. А в семитских языках нет сравнительной степени в нашем понимании. Нет слова «больше» или «меньше». В вопросах любви только два полюса – любить и ненавидеть. И когда нужно сказать, что ты предпочитаешь одно другому, то говорят именно так. Пример прямо из Библии, чтобы это не выглядело как моя выдумка. Книга «Бытие», история Иакова. Там сказано, что он любил Рахиль больше, чем Лию. А буквально несколько стихов спустя про ту же ситуацию сказано: Лия была нелюбима. А в оригинале стоит слово «ненавидима». И это не значит, что он ненавидел Лию. У них было 6 сыновей. Просто в том языке это звучит как ненавидеть. Второе, и это решающее. У Матфея есть тоже место, записанное для другой аудитории. И там записано: кто любит отца или мать более, чем меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Видишь, Матфей просто перевел эту идиому понятным языком. Он объяснил читателям, что имелось в виду. Что не ненавидеть семью, а не ставить ее выше меня. И это две большие разницы. Ненавидеть семью – это про то, чтобы уйти, отвернуться, пренебречь. Не любить больше меня – это про то, что ты задаешь себе вопрос, кто в твоей жизни в конечном итоге главный, кто последняя инстанция, за кем последнее слово, когда доходит до предела. И вот здесь я хочу сказать вещь, которую не все примут. Проблема не в том, что этот стих непонятный. Проблема в том, кому и когда его цитируют. Его почти никогда не цитируют человеку, который реально стоит перед выбором вера и родня. Его цитируют уставшей жене, которая просит побыть мужа дома. Цитируют матери, которая не хочет отпускать 16-летнюю дочь в другой город на служение к незнакомым людям. Цитируют сыну, который хочет забрать больную мать к себе вместо того, чтобы ехать на очередную конференцию. Стих про Христа превращается в стих про расписание церкви. А это конкретная подмена. И честно скажу, я считаю, что это одна из самых подлых подмен, которые вообще звучат с кафедры. А теперь тот самый текст, о котором я говорил в начале. Евангелие от Марка, 7 глава. Ситуация такая. К Иисусу приходят фарисеи, книжники, самые правильные, самые посвященные, самые духовные, дисциплинированные, религиозные люди своего времени. И они приходят с претензией, почему твои ученики нарушают предание старцев. Иисус разворачивается и бьет их тем, чего они не ожидали. Он говорит: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» И дальше он приводит конкретный пример. И просто почитайте это внимательно, потому что это очень важно. Моисей сказал: «Почитай отца твоего и мать твою». А вы, говорит Иисус, вы придумали вот что. Человек может сказать отцу или матери: то, чем бы ты мог от меня пользоваться, это карван. И все. После этого он уже ничего не обязан делать для отца или матери. Давайте мы еще раз остановимся и посмотрим, что тут реально произошло. Человек берет деньги, на которые должен содержать престарелых родителей, и объявляет их посвященными Богу. И все. По преданию он теперь чист. Более того, он теперь духовнее остальных, ведь он Богу все отдал. А его родители остаются ни с чем.
И это не халатность, это не лень, это не грех в обычном понимании. Это благочестие, это религиозный поступок, оформленный по всем правилам, с правильным словом, правильным мотивом на бумаге. И вот именно на это Иисус говорит: вы устранили заповедь Божью. Вы слышите, что здесь происходит? Человек использует Бога, чтобы не выполнять свои обязательства перед семьей. И это то, за что Иисус разносит фарисеев в пух и прах. Я думаю об этом каждый раз, когда я слышу эту фразу: Бог на первом месте, семья потерпит. По сути, эта фраза звучит как тот же самый корван, просто на другом языке. Я не могу забрать маму к себе, потому что у меня служение. Я не могу быть на дне рождения сына, потому что у нас репетиция прославления. Не могу помочь жене, потому что готовлюсь к проповеди. С одной стороны, это все звучит духовно, и все оформлено правильным словом, но все это корван. И знаете, что самое неприятное лично для меня? То, что я сам много раз так делал. Я имел огромное количество служений. И я прекрасно знаю, как это устроено изнутри. Как легко в субботу вечером остаться еще на 2 часа, потому что надо что-то доделать. Как легко объяснить самому себе, что ты не избегаешь из дома, а служишь Богу. Иногда это правда служение, а иногда это просто побег, который очень удобно назвать служением. И отличить одно от другого может только предельно честный человек. Ну или его жена. И раз уж мы взялись за это всерьез, то вот еще один текст. Апостол Павел, 1 послание Тимофею, 5 глава. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Давайте еще раз просто прокрутите это у себя в голове место. Не тот слабый христианин или тому надо больше молиться, а он отрекся от веры и хуже неверного. То есть хуже человека, который вообще Бога не знает. Павел пишет это не про какие-то духовные материи. Контекст абсолютно бытовой. Речь о содержании вдов, о том, кто кому должен помогать деньгами, заботиться. Про самые приземленные, скучные, немедийные вещи. Кто платит за лекарства, кто забирает бабушку из больницы. И вот об этих вещах Павел говорит в терминах отречения от веры. Вы понимаете, что это значит? Значит, что забота о своей семье – это не мирское в противоположность духовному, а это и есть духовное. Это не то, что отвлекает от веры, а это то, чем вера измеряется. И в послании к Ефесянам Павел идет дальше. Он говорит: любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Он не говорит: уделяйте жене время по остаточному принципу. Это планка выше некуда. Мера любви к жене – это крест. И там же, буквально через несколько строк написано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, не доводите, не ломайте». Слушайте, я видел столько детей-служителей, которые ушли из церкви навсегда, и почти никогда не было причиной то, что им не хватило доктрины. Причина была в том, что отец был на всех служениях, кроме тех, что происходили дома. Так что получается, что семья всегда права и Бог никогда не может стоять выше? Да нет, оно так не получается. И я не хочу качнуть маятник в другую сторону, потому что это будет такая же ложь, только удобная. Есть ситуации, где выбор реален, и он жесткий. Давайте назовем их прямо. Первое. Когда семья требует тебя отречься от Христа. Это не гипотетическое что-то, это очень для многих людей в мире реальная вещь. Мусульманская семья из другой религии, просто родители, которые говорят: или мы, или твоя вера. Вот здесь Иисус сказал именно то, что сказал. И Он предупреждает, что придет разделить сына с отцом, дочь с матерью. Не потому, что Он любит разделение, а потому что свет всегда разделяет. Второе. Когда семья требует от тебя греха, когда мать говорит: соври, отец говорит: сделай так, как делают все. Жена говорит: да ладно, никто не узнает. Здесь послушание Богу выше послушания семье. Всегда и без вариантов. И третье, самое незаметное. Когда семья становится идолом. Идол – это не обязательно что-то плохое. Чаще всего это даже наоборот что-то хорошее, просто поставленное на место Бога. И семья, кстати, это идеальный кандидат. Ее любить приятно, и никто за это не осудит. Так как понять, что твоя семья стала идолом?
Есть простой тест. Спроси себя, чей голос для меня последний. Если Бог скажет одно, а мать скажет другое, кого я послушаю? Не в теории, а на практике. И вот здесь Авраам, 22 глава Бытия. Единственное место во всей Библии, где Бог напрямую требует у человека выбрать между собой и сыном. Единственное место. И это надо отметить. Не сотня примеров, а один. И знаешь, чем все кончилось? Бог остановил его, он не забрал Исаака, он забрал у Авраама узел в сердце, а сердце оставил. Вот в этом весь смысл. Бог не отбирает семью, он отбирает у семьи то место, которое ей не принадлежит, а потом отдает ее обратно, только уже здоровой. И последний штрих, который для меня закрывает вопрос окончательно. Тот самый Иисус, который сказал возненавидь отца и мать, в момент его смерти он висит на кресте, он в агонии, у него остались считанные минуты, считанные фразы. И одну из этих фраз он тратит на что? Он смотрит вниз, видит свою мать, видит рядом Иоанна и говорит: «Женщина, вот сын твой». А ученику говорит: «Вот мать твоя». Он в последние минуты жизни устраивает быт своей матери, позаботился о том, чтобы у нее был дом и человек рядом. Вот тебе комментарий самого Иисуса на его же собственные слова. И лучшего толкования не существует. Ладно, а как же это все выглядит на практике? Потому что красивые мысли – это хорошо, но в понедельник начинается жизнь. Я скажу, к чему я пришел лично. Не как учение, а как то, что работает. Бог – это не первый пункт в моем списке. Бог – это то, из чего сделан весь список. Это разные вещи. Если Бог первый пункт, то ему нужно уделять время, а остальным раздать остатки. И тогда любовь к жене отнимает время у любви к Богу и наоборот. Это будет вечный конфликт, вечная вина, куда ни повернись. А если Бог – это основание, то Он не отнимает у семьи, Он в нее вливается. Человек любит жену не вместо Бога и не после Бога. Он любит ее потому, что Бог. Я сижу на полу с ребенком не в ущерб духовности, а это и есть сама духовность, просто она без микрофона и без сцены. Три вопроса, которые каждый может задать себе, если сомневается. Первое – это Бог зовет или это моя религиозная тревога? Потому что мне надо в церковь, иначе я плохой христианин. Или потому что Бог зовет меня. Это два разных голоса. Один из страха, второй из любви. Мне надо в церковь, иначе я плохой христианин, или Бог меня туда зовет. Учись различать, это половина дела. Второе. Если бы это было не служение, а рыбалка, я бы поехал? То есть я реально служу, или я просто сбегаю в место, где меня ценят, из места, где меня требуют? И третий, самый неудобный. Спроси не себя, а их. Спроси жену, спроси детей. Если они уже говорят, спроси их, тебе меня хватает? И ответ, который ты получишь, будет честнее всех твоих размышлений. И, скорее всего, он тебе не понравится. И вот еще что. Если ты сейчас слушаешь и понимаешь, что уже наломал дров, я не хочу, чтобы ты уходил из этого видео с чувством вины. Вина ничего не строит, она только парализует. То, что ты видишь проблему, это уже начало движения. Иди и поговори с ними, не проповедуй им. Просто скажи: я был неправ, я хочу это исправить. Это можно сказать сегодня вечером, и это займет всего лишь 1 минуту. Я вернусь к тому человеку, с которого начал. Он до сих пор уверен, что заплатил цену за служение. И я не могу его переубедить, потому что у него в голове живет схема, где Бог наверху, все остальные ниже. И все, что он отнял у нижних, автоматически ушло наверх. Вот только наверх, к сожалению, ничего не ушло. Потому что Богу не нужны твои жертвы, если их оплатили твои дети. Это не приношение, это счет, выставленный другим людям от твоего имени. И знаешь, что я думаю? Я думаю, что вопрос, кто выше, Бог или семья, вообще неправильно поставлен. Это ловушка, это заставляет тебя выбирать между двумя вещами, которые Бог никогда не разделял. Бог не соперник твоей жене, Бог не соперник и не конкурент твоим детям. Он не стоит в очереди за твоим временем, толкаясь локтями с твоей матерью. Он тот, кто дал тебе их всех. Если твоя вера делает тебя худшим мужем, худшим отцом, худшим сыном, это не вера, это что-то другое, что просто носит ее одежду. Настоящая близость с Богом делает тебя более теплым, более терпеливым,
более присутствующим. Люди рядом с тобой должны чувствовать, что тебе стало лучше, а не что тебя стало меньше. Если бы завтра твои близкие описывали тебя одним словом, какое слово они бы выбрали? И совпадет ли это слово с тем, как ты себя сам описываешь в молитве? Просто подумай над этим. Не для того, чтобы себя добить, а просто чтобы что-то поменять, пока есть что менять. Напишите в комментариях, если вы уже через это проходили. Я вижу, что это очень болезненная тема, и уверен, что постарался расставить все акценты правильно. Можете поспорить со мной, если не согласны, написать ваше мнение. Я стараюсь читать все. Обнимаю вас и до следующего раза. Пока-пока.